Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Зона отчуждения, аномалии, постсоветский антураж. Но это не Сталкер, а VR-проект Into the Radius, который буквально на днях обзавелся продолжением, но правда пока только в раннем доступе. Into the Radius 2 предлагает исследовать так называемую Печорскую аномалию. Делать это можно в одиночку или с другом. В раннем доступе можно взять с собой только одного товарища. После полноценного релиза обещают сделать кооп уже на 4 персоны. Оружие проработано до мельчайших деталей и поддается кастомизации. Обвесы, прицелы, приклады и вот это вот все. За оружием придется ухаживать, иначе его может заклинить в самый неподходящий момент. Торговать и заниматься крафтом вы будете на базе. Новые умения и способности открываются с помощью найденных во время вылазок артефактов. Сейчас прохождение рассчитано на 12 часов игрового процесса. В вашем распоряжении 2 полноценные локации, 14 пушек, 7 сюжетных заданий, 6 видов побочек, а также несколько повышенных уровней безопасности. Полноценная версия должна выйти в следующем году. Судя по положительному рейтингу в Steam, игра удалась. Ну а теперь непосредственно к Сталкеру. GSC Game World сообщила, что Stalker 2 в очередной раз переносится. По словам команды, в сердце Чернобыля они воплощают все свои задумки. Им не терпится все это продемонстрировать. 12 августа будет опубликовано видео с глубоким погружением, включающее интервью разработчиков, свежий геймплей и полное прохождение одного из квестов. Релиз перенесли с 5 сентября на 20 ноября. В качестве причины указали необходимость вытравить больше багов и неполадок. Игра выйдет на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Создатели The Life and Suffering of Sir Bronte анонсировали свой следующий проект The Life and Suffering of Prince Geraint. Визуальный стиль не изменится, как и формат подачи истории. Главный герой перечитывает книгу, в которой описана вся его жизнь, кою мы в силах менять по ходу дела. Однако отныне решения будут влиять уже не только на протагониста и его окружение, но и на всю блаженную Аркнийскую империю. Обещают больше персонажей, механик, выборов и их последствий. Игра более чутко будет реагировать на наши решения, а один и тот же путь в разных прохождениях может приводить к разным исходам. Авторы хотят, чтобы игроки почувствовали, каково это иметь почти безграничную власть, но при этом не владеть собой. Дата выхода неизвестна, а из платформ указан только Steam. Компания Sony периодически выбирает перспективные студии разработчиков из Поднебесной и берет их под свое крыло. Эта инициатива получила название China Hero Project. И если вы не пропустили годную метроидванию Fist Forged in Shadow Torch про кролика с огромным железным кулаком, знайте, эта игра вышла благодаря Sony. Кстати, ее сейчас бесплатно раздают в EGS. Налетайте. Ну так вот, 3 новых проекта получают поддержку Sony. Экшен с открытым миром Unending Dawn, который выйдет на PlayStation 5 и мобилочки, а вот когда неизвестно. Вторая игра Project Johnny Way, ролевой экшен в китайском антураже времен династии Мин, выйдет исключительно на PlayStation 5. И, наконец, проект под названием Lowland. Одиночная экшен-адвенчура, где игрокам предстоит решать задачки и сражаться холодным оружием. Тут уже не то что даты, но даже трейлера нет. Выйдет тоже только на 5-ю плойку. Hunt Showdown готовится к этакому перезапуску. Разработчики освежат движок, добавят новую карту и расширят заголовок игры до циферок 1896. Mammons Gulch станет первой картой, которая находится вне болот Луизианы. Охотники отправятся в горы Колорадо. Карта заточена под вертикальный геймплей. 2 горные территории соединены разветвленной сетью шахт и разделены на 16 точек интереса. Движок CryEngine улучшит до версии 5.11. Авторы обещают прокачанные текстуры, освещение, анимации, дизайн звука и производительность. На консолях добавят поддержку нативных 4К в 60 феписов и 2К в 60 феписов для Xbox Series S. В Hunt Showdown 1896 также изменится монетизация. Базовая игра станет дешевле. Перезапуск состоится 15 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. При этом поддержка предыдущего поколения консолей будет прекращена.
Mirari & Co. анонсировала экшен-рогалик Darklight Survivor. Темная бездна извергла из себя орды страшных монстров, которые истребили почти все человечество и пошатнули саму мультивселенную. Выжившие собрали призрачный поезд, способный перемещаться по вселенным. Главный герой должен снабжать состав энергией, чтобы тот смог добраться до пункта назначения, нетронутого тьмой Элизия. Среди особенностей куча различных локаций, от таинственных лесов до руин постапока, всевозможные апгрейды, а также возможность переключаться с вида сверху на вид от третьего лица. Darklight Survivor выйдет неизвестно когда и пока только на английском языке. Журналисты Game Informer опубликовали ролик, посвященный спин-оффу Dead by Daylight хоррору The Casting of Frank Stone. Показали больше геймплея и раскрыли некоторые подробности. Разработчики поведали, что использовали особенности движка Unreal Engine 5, включая технологию Nanite, которая позволит моделировать объекты со сложной геометрией, а также фотограмметрию для переноса в игру реальных объектов с точностью до мелких деталей. Релиз назначен на 3 сентября. Платформы ПК, PS5 и Xbox Series. А еще в игру завезут русский дубляж. Победная косарямба на этой неделе достается Кремастеру, который в своей работе решил разобраться, почему так много людей склонны заниматься бесполезным накопительством в играх и как с этим бороться. А пользователь под ником Механический Мимик выкатил пост, в котором рассказал, как он разработал и произвел на свет собственную серию фигурок по мотивам Hollow Knight. Но главное, продемонстрировал плоды своих трудов. Обязательно зацените по ссылке в описании. И завершу выпуск ворохом коротких новостей. Electronic Arts пошла на попятную и отменила решение исключить из Apex Legends возможность купить премиальный боевой пропуск за внутриигровую валюту. В качестве извинения 6 августа, когда стартует 22 сезон, премиальный Battle Pass предлагают получить бесплатно, пройдя цепочку испытаний. Состоялся релиз DLC Dynasties для Total War Pharaoh. Разработчики наконец довели игру до ума, что стоило сделать еще к релизу. Отзывы у расширения очень положительные. Больше нового контента для Фараона Creative Assembly выпускать не станет. Stellar Blade получила патч с пляжной тематикой. В игре появилась зона для летнего отпуска с особой музыкой и шезлонгом. Ну а главная героиня обзавелась парой новых симпатичных костюмов. Грандиозный мод для Fallout 4 под названием Fallout London наконец-то стал доступен общественности. Модификация бесплатно доступна в GOG, но работает и со стимовской версией Fallout. Однако при этом несовместимо с Next Gen апдейтом. Так что, если вы собирались погонять рад тараканов по Туманному Альбиону, не забудьте откатиться к предыдущей версии. А у меня с новостями все. Заходите на наш сайт и читайте свежий обзор Алексея Лихачева, расписавшего, что вас ожидает в Dungeons of Hinterberg. Приятного аппетита и хороших вам выходных!